Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о вещах, которые нужно держать в секрете. Держите эту информацию при себе, никому не рассказывайте, иначе вы просто можете навредить себе. Каких вещах и каких поступках, словах, фразах всегда нужно язык держать за зубами. Далее все в этом видео. Очень многие из нас держат то, что планируют сделать, или то, что происходит в данный момент на жизненном этапе в секрете. Все мы стараемся поделиться с друзьями и близкими людьми какими-то событиями, которые произошли в нашей жизни. А многие просто не умеют самостоятельно справляться со своими жизненными ситуациями и обращаются за помощью и советом к окружающим их людям. Но не всегда это играет положительную роль в нашей жизни. И в большинстве случаев, наоборот, приносит непоправимый вред. Почему так, спросите вы? Ведь что плохого в том, чтобы рассказывать и делиться своей жизнью, какими-то секретами, какими-то особыми знаниями с близкими людьми, особенно тем, кому мы доверяем? Но на самом деле не все люди, которых вы считаете близкими, так же, как и вы, относятся к вам с открытой душой, чистым сердцем и хорошими, добрыми помыслами. Многие из вашего окружения не только завидуют вам, но и мечтают оказаться на вашем месте. Это может быть родственник, это может быть даже близкий друг, подруга, какая-то ваша соседка и так далее. Но это еще не все. Быстро рассказывая о происходящем событии, таким действием мы с вами способны оттолкнуть от себя нужный на том этапе энергии. И тем самым мы меняем суть происходящего и направляем действия абсолютно в другом и не всегда хорошем и правильном для себя направлении. Недаром говорят, что есть такая поговорка: «Счастье любит тишину». Или сначала пусть свершится, выжди, а уж затем старайтесь рассказать обо всем этом, кто вас окружает. Если вы задумаетесь и попробуете провести параллель, то обязательно вспомните, что, поделившись наперед какой-либо своей информацией, все идет не так, как вы запланировали изначально. А рассказав быстро о свершившемся, вы в результате получаете не такой результат, как вам казалось будет изначально. Поэтому, чтобы такого не было и все шло, как вы задумали изначально, вы должны получить ожидаемый для начала результат. Лучше не рассказывать ни о своих планах, ни то, что они и ваши. А когда уже все произойдет, когда все состоится, близкие люди, те, кого вы любите, они сами увидят те изменения, а те, кто не увидят, значит, им изначально даже не нужно об этом знать. Не стоит никому никогда рассказывать о том, что происходит в вашей семье, потому что этим вы не только можете разрушить ваши отношения, но и попасть на недоброжелателя, который, завидуя вам, будет давать вам определенные какие-то советы, рекомендации, которые в результате полностью, возможно, могут разрушить вашу семью. А ваша семья – это ваша опора, и только вы должны знать то, что между вами происходит. Справляться с возникшими ситуациями и решать ваши проблемы совместно. Запомните, со стороны не виднее, со стороны всегда завиднее и злее. Вот, например, у вас большое денежное поступление, а у вашего близкого человека из вашего окружения постоянно какие-то проблемы с деньгами. Как вы думаете, он порадуется за вас в этот момент, что у вас пришли большая сумма денег? Нет, конечно. Дело даже не в том, что этот человек плохой и что он сделает это специально, хотя и такой вариант был бы не исключением. Дело в том, что это произойдет именно на подсознательном уровне и даже не будет зависеть от его желания, а вот вред вам принесет.
Негативный посыл, который в этот момент произойдет у данного человека, притянет к вам сильный поток негатива. Вы даже не будете к этому готовы, так как не будете видеть в нем угрозу. Затем вы снова расскажете кому-то о том, что в вашей жизни уже происходят неприятности. Попадете на того, кто завидует вам, и этот человек увеличит еще в большей степени негативные потоки, отправленные вам, что в результате перекроет поступление светлых энергий и изменит все ваши планы и притянет не наилучшие изменения в вашу жизнь. Ссоры, которые происходят в вашей семье, в ней должны и оставаться. Вы быстро решите между собой возникшие проблемы, а люди на стороне только помогут вам больше рассориться, раздув этот конфликт, возможно, до больших размеров, что в результате затянется еще на долгий период времени и неизвестно, чем закончится вообще. Проблемы, которые касаются ваших детей, это также семейные проблемы, и их не нужно выносить на показ. Такими действиями вы только их приумножите. А если возле вас находится подруга или друг, который не имеет семью или детей, так и знайте, что искренности в их словах не будет. На подсознательном уровне они будут желать оказаться на вашем месте, а это означает, что вас будут окружать зависть, а это, как вы знаете, разрушительное чувство. Чтобы в семье все было хорошо, ваши отношения должны быть за закрытой дверью, помните об этом. Также обращаем ваше внимание, что если вы занимаетесь благотворительностью, помогаете людям, как морально, так и физически, все это не должно подлежать огласке. Сделав хорошее дело и огласив, а что еще хуже, похваставшись, вы сразу перечеркиваете все то, что вы делали, и пользы от этого не будет. При этом ни вам, ни тому человеку, которому вы пытались помочь. То же самое касается и того, если вы сделаете какой-то поступок не для себя, не от чистого сердца, а для того, чтобы вас кто-то похвалил или вы казались лучше, чем есть на самом деле. Не стоит так поступать, так как таким действием вы притягиваете к себе настолько разрушительные энергии, которые способны не только перевернуть вашу жизнь полностью в нехорошем для вас направлении, но и отобрать у вас все то, что есть на данном этапе. Вся благотворительность должна делаться только потому, что вы хотите это сделать, от того, что вы чувствуете, что для вас это важно или нужно. Тогда она будет окружать вас светлыми энергиями, помогать вам справляться с различными возникшими ситуациями и притягивать положительные моменты в вашу жизнь. А вот если эти действия будут происходить только ради корысти, то кроме как вред вы ничего к себе не принесете. Поэтому если вы не готовы творить добро, не начинайте, а начав, делайте это молча. Не стоит также хвастаться своими достижениями, рассказывать о том, какое у вас, например, образование, какая у вас работа и так далее, что вам стоило проделать и через что пройти, чтобы это было в вашей жизни. Поверьте, что это никого, кроме вас, не волнует, а будет вызывать только злость у окружающих, чем притягивать к вам нехорошая энергия, а с ними и неприятные события. Те, кому действительно важна ваша жизнь, будут идти с вами нога в ногу на протяжении многих лет и сами видеть все то, что у вас происходит и чего вы сами добиваетесь. А те, кто появляется на определенном этапе, это совсем не те люди, которые нужны вам в вашей жизни и перед которыми вам нужно стараться показать все свои стороны. Также, рассказывая о своих достижениях, вы хвастаетесь, гордитесь этим. Иначе бы вы не озвучивали вслух, а делая это, вы должны понимать, что это не только морально неправильно, так как, возможно, тот, перед кем вы все это показываете, не имеет такой возможности, как есть, например, у вас. Но и такие действия способны окружить вас сплошным негативом.
Если на каком-то жизненном этапе вы проявили мужество, не стоит об этом кричать на каждом углу и пытаться сделать так, чтобы вас за это похвалили. А что еще хуже, наградили чем-то. Сделанный вами поступок – это только ваш выбор. Если вы это сделали, значит вы так сами захотели. А если вы захотели, значит это касается только вас и больше никого. Помните об этом. А вот если вы совершили данный поступок только для того, чтобы вас похвалили, оценили или наградили вас за него, значит такой поступок ничего не стоит и не требует даже внимания окружающих. Поэтому, если вы не готовы к таким поступкам, никогда не совершайте их. Также не рассказывайте о том, из каких продуктов вы готовите и накрываете стол, когда приходят гости, потому что одни люди могут есть более дорогие продукты, чем вы себе можете позволить, а другие, наоборот, не могут себе позволить покупать продукты по такой стоимости, как вы. Поэтому эмоции, вызванные вашим рассказом, могут быть разнообразные и не всегда приятные. Сидя за столом, вы помните, что это сакральное место, и, излучая негатив, такими действиями будет разрушена энергетика вашего жилья. А это скажется на отдыхе в доме, а также на вашем сне, что в этот период не только будет разрушать ваше энергетическое поле, но и притягивать различный негатив, который будет приносить вам вред. Все, что вы готовите и ставите на стол, должно также касаться только вас. Ведь главное – вкус еды и настроение, с которым едят. Только так в этот период притягиваются положительные энергии, приносящие пользу. Также никогда не рассказывайте секреты людей, которые доверили вам свои тайны. Вы на это не имеете морального права и таким поступком не только испортите отношения между вами, но и таким способом привлечете потоки негатива, который принесет вам вред. Никогда не сплетничайте, эти действия ничего хорошего вам также не принесут. Вас не должна вообще интересовать чужая жизнь. Следите только за своей, выбирайте свой путь, придерживайтесь его, осуществляйте желаемое, и вам будет не до чужих жизней. Не употребляйте и нехорошие слова. Пожалуйста, не сквернословьте, потому что таким образом вы притянете события, которые просто нарушат цикл вашей жизни и изменят его так, как вам бы никогда и не хотелось. Как только вы начнете придерживаться этих простых правил, вы увидите, сколько всего прекрасного вас окружает, на что вы способны, а раньше вы отвлекались от этого и даже не подозревали о всех своих возможностях. Не рассказывайте и о своих планах. Как только вы начнете это делать, не сможете осуществить абсолютно ничего. Двигайтесь к своей цели постепенно, воплощайте желаемое в жизнь, двигайтесь и в выбранном направлении, только таким образом вы сможете осуществить желаемое. Недаром есть пословица, которая звучит, что кто впереди всех бежит, тот больше всех в результате смешит. Не все люди, которые вас окружают, чистосердечны по отношению к вам. Поэтому, если вы не с первого раза сможете осуществить свои планы, ваших недоброжелателей такое только порадует, что в результате будут притягивать к вам ненужные для вас потоки, которые, к сожалению, будут мешать вам двигаться в нужном направлении. А когда вы захотите воплотить свои планы в жизнь, люди сами оценят увиденное. Держите эти простые моменты, пожалуйста, в секрете. Это поможет вам быстрее осуществлять все то, что вы задумаете. Воплощать желаемое в жизнь и сберечь все, что вам дорого от недоброжелателей. Чем меньше ваша жизнь на слуху, тем удачнее и спокойнее она складывается. Ваша семья, ваш дом. Помните, это ваша крепость, в которую никто и даже близкие люди не должны иметь допуск. Придерживайтесь этого, и вам не нужно будет ни за что опасаться. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации.
Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите, там много полезной, важной и интересной для вас информации.